Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, что можно принимать из ТЭФ от высокого давления, сахара высокого и холестерина? Первое, что вам необходимо сделать, больше спать. Как бы это странно ни звучало, я рекомендую людям, у которых есть такие проблемы, больше спать. Второе, меньше есть. При заболеваниях сахарный диабет второго типа и при заболеваниях сахарного диабета с ожирением я рекомендую сон и рекомендую больше спать. Если человек больше будет спать, то у него будет улучшаться общее самочувствие. Далее, третье. Я считаю, что все три заболевания, которые у вас есть, и высокое давление, и высокая глюкоза, и высокий холестерин, являются следствием вашего неуравновешенного длительного невроза, которым вы, скорее всего, длительно страдаете. Но есть одно но. В этом но, это но заключается в том, что очень часто в момент стресса или в момент вспышки гнева, в момент невроза развивающегося, в момент каких-либо отклонений психологических у человека всегда происходит определенная реакция. В большинстве своем такая реакция происходит таким образом: беспрепятственно и в большом количестве выделяется соляная кислота. Такая соляная кислота может приводить к ряду заболеваний. Вы знаете, что это может приводить к развитию заболеваний язвенных, язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, может приводить к дисбактериозам, к появлению панкреатита острого, хронического, к появлению гастродуоденита, появлению гастроэзофагиального заболевания, к появлению плохого запаха. Но, как правило, такое повышение кислотности — это реакция абсолютно каждого человека. Особенно ближе в ночное время у женщин и особенно ближе в дневное время или в утренние часы у мужчин. Именно поэтому я рекомендую при таких диагнозах начинать мужчинам принимать утром 1 чайная ложка соды, разведенной в теплой воде, с утра, а женщинам такую же пропорцию соды принимать перед самым сном или засыпанием. Заметно уменьшается глюкоза, заметно уменьшается холестерин и заметно улучшается общее состояние сосудов. Второе. Начинайте принимать каолин в течение дня. Как его приготовить? Купите у меня каолин. Это сорбент. Он тоже приведет к тому, что в дальнейшем выброс тотальной такой соляной кислоты будет уменьшаться. Принимайте каолин. Каким образом? Возьмите 1 столовую ложку моего препарата каолин. Это очищенная активированная глина белого цвета. Размешайте ее в 1 литре воды холодной, можно минеральной. Принимайте такой литр на протяжении дня. Принимайте долго, на протяжении хотя бы 15-30 дней. В такую воду в 1 литр хорошо добавить 1 чайную ложку препарата гликоцитрохрамин и 1 чайную ложку препарата Амарум Дуйко. Амарум с горечью, что будет приводить к выделению желчи, к ощелачиванию кишечника. И препарат каолин к нормализации общего бактериологического состояния вашего желудочно-кишечного тракта, к нормализации пищеварения, к улучшению общих систем работы поджелудочной железы, к улучшению выделительной функции поджелудочной железы, к улучшению деятельности двенадцатиперстной кишки, к улучшению общей деятельности выделения и формирования желчных кислот, к улучшению общей деятельности работы печени, к расщеплению липидов, улучшению выделению желчи, к ощелачиванию вашего кишечника. Даже в случае, если у вас есть гастрит с пониженной кислотностью, все равно данные препараты нужно принимать. Следующее. Принимайте это в таком виде. Возьмите 1 литр воды холодной, добавьте 1 чайная ложка гликоцитрохрамин. Это снизит у вас инсулин подкожно. За счет этого препарата вы начнете худеть. В данном препарате основное действующее вещество называется пикалинат хрома. Пикалинат хрома является веществом, которое участвует в расщеплении жиров, к расщеплению и снижению липопротеинов низкой, очень низкой плотности, к расщеплению холестеринов.
Таким образом, можно сказать, что использование препарата гликоцитрохромин является эффективным средством для похудения, эффективным средством при лечении сахарного диабета второго типа, при лечении при лечении заболевания панкреатит и при заболеваниях с печеночной недостаточностью, с высокими показателями билирубина, холестерина, аминотрансферазы, ацетиламинотрансферазы. Таким образом, можно сказать, что применение гликоцитрохромин снизит холестерин, снизит ожирение, улучшит общее состояние сосудов, так как высокий холестерин часто приводит к появлению атеросклерозов и уменьшает общий объем сосудистой системы, что приводит к увеличению объема сердца, как правило. Это и является в дальнейшем заболеванием гипертензия или гипертоническое заболевание сердца. Сейчас о нем тоже скажу. Второй препарат — это каолин. Я о нем сказал, его необходимо на такой литр добавить 1 столовая ложка. И амарум 1 чайная или 1 столовая ложка. Пейте такую взвесь или пейте вот такую смесь на протяжении всего дня. По чуть-чуть выпивайте этот литр на протяжении дня. Перейдите на диету. В этой диете полностью устраните сладкую пищу. Если вам поставлен диагноз сахарный диабет второго типа, начните принимать метформин 500 по 1 таблетке 2 раза в день. Сведите рацион питания к тому, чтобы принимать пищу лишь 1 раз в день в районе 5-6 часов вечера. Я могу сказать, что для мужчин лучше всего принимать пищу в обед для того, чтобы похудеть. Женщинам лучше всего пищу принимать ближе к вечеру для того, чтобы похудеть. Знаете, диета балерин. Диета балерин заключается в том, что балерины едят лишь 1 раз в день. Если вы хотите похудеть и сделать это хотите безопасно, мой совет такой: кушайте, ешьте или принимайте пищу 1 раз в день. Делайте так, чтобы прием пищи был у вас полноценный. То есть это полноценный подразумевает не менее 150 граммов белка, 100 граммов 70 граммов жиров и 50 граммов углеводов. Этого достаточно для одного приема пищи, и я считаю, что прием такой пищи способен заметно улучшить ваше общее состояние и привести к тому, чтобы вы очень быстро худели. А мои препараты помогут вам справиться со всеми остальными заболеваниями.